Ребята, урок номер 2, урок для начинающих, для тех, кто только посмотрел мое первое видео. Если вы еще не работали с искусственным интеллектом и только-только начинаете, это видео именно для вас. Поэтому поставьте лайк, начинаем просмотр. Здесь вы узнаете, что такое искусственный интеллект, каким продуктом нужно пользоваться и какой продукт мы будем использовать на протяжении всего курса. Поэтому, если вы когда-то начинали программировать, если вы когда-то начинали строить, то и программист, и строитель, они выбирают себе инструменты перед тем, как начать свою работу, либо свое обучение. Также и здесь. Мы разберем азы и выберем нам нужный инструмент. Поехали! Тоже такой искусственный интеллект на июль 2025 года. Скорее всего, если вы посмотрели какие-то новости, вы уже увидели, что многие люди думают, что нас скоро захватят роботы, у нас не будет работы, и, скорее всего, как и в фильме «Матрица», мы будем находиться в каких-то железных коробках, а искусственный интеллект будет управлять, скажем так, нашим жизненным механизмом. На самом деле это не так. На июле 2025 года это всего лишь помощник, удобный помощник, который можно клонировать. Представьте, что вы можете расклонировать себя на энное количество людей. 5, 10, 15, 20, 30, 40. И они могут выполнять одну и ту же работу так же хорошо, как вы это могли бы делать сами. Это один из применений искусственного интеллекта. Поэтому я не буду давать какое-то прям жесткое определение искусственному интеллекту, потому что на сегодняшний день мы не знаем, что это такое. Дали некое название, сказали, что это искусственный интеллект, но по факту это какое-то машинное обучение, это работают алгоритмы. Сказать, что он умен, нет. Сказать, что он эффективен, нет. Мы находимся в стадии какого-то прогресса. Но прогресс настолько колоссален, что уже нужно его изучать прямо сегодня. Поэтому мое личное определение искусственному интеллекту — это просто крутой компьютер, это какое-то новшество, это какая-то инновация, которая нужна всем, как мобильный телефон когда-то. Да? То есть мы использовали мобильный телефон, потом он стал массовым продуктом, культовым. Здесь то же самое. Сначала будет использовать всего какое-то маленькое количество людей, потом все больше, 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 а потом это будет, скорее всего, некий обиход, да, как какой-то, наверное, робот-пылесос у вас дома. Поэтому, ребят, искусственный интеллект очень важен, но не нужно думать о том, что это какой-то пока мега-робот, который может сделать все, не знаю, там, выключить все приборы у вас дома, ему еще до этого очень и очень далеко. Поэтому давайте начнем с самого простого, не будем забегать далеко вперед. Искусственный интеллект — это просто крутая программа, это какой-то крутой компьютер, расположенный в дата-центрах, и он умеет делать интересные вещи. Да? Эти вещи уже помогают нам сегодня жить, и для этого он нам, в принципе, и нужен. Следующая тема, которая актуальна, это данные. Да? Если мы заправляем машину бензином, то машина едет, то для искусственного интеллекта нужны данные. Чтобы создать искусственный интеллект, он должен обучиться на огромном количестве данных, да, чтобы это была какая-то крутая машина, и он собирает данные, анализирует, пакует разные, это могут быть картинки, фотографии, текста, все что угодно. Так ему легче понять, как устроен наш мир, для того, чтобы повторить некую задачу. Если в программировании мы пытаемся заложить некую формулу, и по этой формуле работает наш компьютер, то в машинном обучении мы пытаемся показать некий пример. Какой-то вот пример, как должна исполняться эта задача. И искусственный интеллект изначально обучается делать точно так же, а потом уже делать какие-то рекомендации там, по эффективности, по улучшениям. Да? К примеру, если вы очень часто пишете текст, то, скорее всего, показав ему несколько раз, как вы это делаете, через какое-то время он начнет делать этот текст за вас точно так же и уже давать вам какие-то рекомендации. Поэтому где-то я думаю, что искусственный интеллект — это больше такая персональная история, как для обычного человека, так и для бизнеса, для какой-то очень четко выраженной операции. Но если у вас этих операций много, вы там и готовите, и стираете, и убираете, и водите машину, то на каждый, скажем так, чих в вашей жизни будет использоваться искусственный интеллект. Поэтому он будет собирать данные. Чем больше данных вы ему дадите, тем лучше он обучится. Поэтому не стесняйтесь, делитесь своими данными с искусственным интеллектом. Еще очень рано говорить о том, что наши данные украдут, что как-то данные будут использованы против нас. Мы очень и очень далеки. Поэтому я здесь очень большой скептик. В данный момент мы всего лишь только в самом начале. Но это начало уже на самом деле интересное. Третий момент – это какие виды бывают искусственного интеллекта. Вот все наслышаны об продукте OpenAI ChatGPT. Его оградили названием узкий
узкий, значит, он совсем не умеет исполнять какие-то широкие задачи, да, то есть он может написать текстом, сгенерировать картинку, пройтись по вашему какому-то листу, выделить главные темы, возможно, да, то есть, но он, по сути дела, не может заменить человека. Так что мы находимся на самый ранний этап развития искусственного интеллекта, это узкие, там, низкоуровневые, называйте его как хотите, да, слабенький компьютер, назовем его так. Но он, естественно, уже настолько хорош, что его можно использовать и в быту. Следующий уровень — это когда искусственный интеллект будет заменять полностью человека. Он, скорее всего, может мыслить, принимать некие решения. Это, скорее всего, робот, напичканный какими-то там датчиками. Да, это, ну, похоже на машину, которая сама себя водит, но она такая с расширенной опцией. Да, я бы сказал, вот если вы смотрели фильм «Трансформеры», это вот про это, да, он какой-то робот, которому ему посылается огромное количество данных, сенсоров, то, что, в принципе, похоже на человека, он может его заменить по многим параметрам, ну, либо сделать точно так же. Мы от этого, на самом деле, очень далеки, еще компьютеры слабые, дата-центры слабые, туда мы очень сильно растем и делаем, где-то какие-то азы появятся. Я думаю, не раньше года 2-3, да, хотя прогресс такой быстро, и, возможно, это все уже будет и завтра. Но я в этом очень сильно сомневаюсь, нам нужны очень сильные мощности. И, наверное, самый главный уровень, когда он будет супер intelligence, да, когда он может управлять каким-то космическим кораблем, там, составлять огромные планы по покорению космоса. Это уже что-то круче, чем человек. То, что человек, в принципе, не предназначен делать, мы называем его супер intelligence, да. Поэтому до такого уровня нам еще точно далеко, нам не хватит на всех ресурсов планеты Земля, чтобы такое что-то сделать, по крайней мере, это мое личное мнение, вот, а ученые нам уже расскажут, поэтому нечего бояться, мы находимся на самом низком уровне, даже если искусственный интеллект захочет захватить мир, то ему просто не хватит ресурсов, как минимум компьютеров, поэтому нам нужно их создать в десятки или в миллионы раз больше, чем они есть на данном моменте. Следующий этап — это выбор самого продукта. Продукт, который существует сейчас, делится на два этапа, да, на два уровня. Это базовые продукты и продукты уже, так называемые, advanced, профессиональные продукты. То есть базовый продукт — это искусственный интеллект, вот как ChatGPT, к примеру, да. Вы приходите в продукт, что-то у него спрашиваете, он вам что-то отвечает. И у нас здесь три основных конкурента. Это ChatGPT OpenAI, Google Gemini и Claude Sonnet. Кто-то когда-то там слышал про какие-то китайские наработки, сейчас они очень сильно отстали снова. Как только догонят, я обязательно выпущу на это ролик, а если не выпущу, то вы увидите эту информацию у меня в Телеграм-канале. Поэтому я бы сфокусировался на двух основных конкурентах. Это Google и OpenAI. Они такие больше сделаны для клиента, где Claude Sonnet, он такой бизнес-ориентированный. Поэтому вот три основных продукта, мы их называем базовыми, а на базе этих продуктов уже строятся профессиональные продукты. Да? Мы там говорим, есть какие-то чаты, какие-то агенты. Вот. Но на самом деле нам сейчас пока не нужны агенты, это уже продукты второго эшелона, мы туда придем в следующих уроках. А сегодня нам нужно научиться работать с базовым компьютером. Да? То есть, когда вы покупаете некий компьютер, да, вы его открываете, включаете, начинаете с ним работать, дергать там мышкой, с сенсорным экраном, да, в том числе, если вы работаете с телефоном, здесь точно так же. Базовый продукт, он должен уметь делать какие-то базовые вещи. В данный момент мы будем выбирать продукт, на котором мы и будем с вами работать. И будем выбирать между Google и продуктом OpenAI ChatGPT. Ребят, на самом деле я очень долго думал над тем, какой продукт выбрать, и потому что Google все-таки догоняет OpenAI, я решил, что нужно взять на самом деле лидера, так называемого провайдера, начинающего, да, и будет очень правильно это сделать компания OpenAI, потому что, скорее всего, инновации, которые у них запрограммированы, да, вот на ближайшие, там, не знаю, 6, 7, может быть, 12 месяцев, они нам очень сильно подойдут, потому что Google пытается завоевать какой-то рынок, пытается найти дыры в этом рынке, где OpenAI, у него есть такая четкая стратегия, мы самая лучшая компания, мы впереди всех, мы выпускаем самые крутые модели, все остальные находятся в роли догоняющего. Поэтому у меня есть отдельный ролик, почему я люблю компанию OpenAI на сегодняшний день, в этом году, возможно, мое мнение поменяется в следующем. Обязательно его посмотрите. Я выбираю компанию OpenAI ChatGPT, и здесь мы будем с вами проходить курс именно на этом продукте. Ребят, ну, конечно, у каждого продукта на сегодняшний день есть разные виды доступа, да, есть бесплатный доступ, есть доступ за деньги, есть совсем такой дорогой доступ, да, мы говорим для VIP-клиентов. Я расскажу о каждом, расскажу разницы в нем, и потом мы выберем, с каким продуктом мы будем работать вместе с вами.
Значит, бесплатный продукт от OpenAI, он реально бесплатный. То есть вы можете у него задать какие-то вопросы, попробовать какой-то функционал. Он лимитированный, он даст вам уже неплохой результат для тренировки. Я бы советовал бы начать, если вы совсем-совсем новичок, с него просто пощелкать, поспрашивать какие-то вопросы, то, что вы обычно спрашиваете в Google, да, и поэтому даже то, что вы спрашиваете вопросы у ваших друзей, знакомых, потренироваться, посмотреть, что у него, грубо говоря, есть, какой набор инструментов, и уже это вам даст какую-то обратную связь. Вторая версия продукта, она платная. Там у вас более такой профессиональный набор. В чем смысл? Если вы работаете, скажем так, полдня, да, с искусственным интеллектом, или работаете очень часто и хотите, чтобы он вам отвечал более подробно, более детально, он делал поиск на большом количестве сайтов, скажем так, расширенно, то используйте его, да, он даст вам такую серьезную разницу. И у вас будут доступы к тем тулзам, да, к тем сервисам, которые, ну, понятно, по объективным причинам, у бесплатных сервисов его не будет. Я лично в этом курсе буду использовать самую дорогую VIP-версию для того, чтобы вы могли посмотреть, что это такое. Потому что я использую искусственный интеллект ежедневно, по 12 часов в день, а иногда даже и больше. Теперь искусственный интеллект можно оставлять на ночь, он вам будет выполнять, делать какую-то работу. Потому что, используя этот продукт, мы закончим все наши уроки, и вы поймете, почему я его использую. И я его не рекламирую, просто он для меня нужен. Я реально его использую, и обычной платной версии мне действительно не хватает, и лимитов, которые у них есть, мне не хватает. Поэтому, если вы уже дошли до такого уровня, что вы будете работать с искусственным интеллектом по 12 часов в день, оставлять какую-то работу на ночь, да, вам, скорее всего, понадобится Pro-версия, но вы будете понимать, за что вы платите, и, поверьте мне, она покруче, чем вы наймете любого сотрудника, возможно, команду сотрудников, и своих денег она однозначно стоит. Опять же говорю, это не реклама, я думаю, объективная цена в $200, которая сейчас существует у OpenAI, это даже еще дешево за этот продукт, поэтому я был сильно удивлен, что они его так дешево продают. Для тех людей, кто действительно его пользует. Поэтому, ребят, мы будем использовать OpenAI Pro в этом курсе, а для тех, кто только начинает, будьте добры, попробуйте бесплатную версию, ну, прикупите, конечно же, скорее всего, платную. Я думаю, она вам в этом курсе очень сильно поможет. Ребята, на такой маленький нюанс, который я хочу с вами проговорить. Мы, естественно, когда используем программное обеспечение от искусственного интеллекта, должны понимать, что он, возможно, будет глючить. Я уже практически глюков не замечал, но также нужно понимать, что эту технологию нужно использовать с этикой, да, то есть какие-то неэтичные вопросы, либо вопросы, которые вы будете задавать у меня в Телеграм-канале, подписывайтесь, да, у нас будет сессия, у нас будет онлайн-конференция, обязательно подписывайтесь, вы сможете задать мне вопросы напрямую, мы их будем разбирать на примерах и на кейсах, я разбирать не буду. Поэтому у нас этичная форма использования искусственного интеллекта, какие-то там хаки я вам не буду преподавать. Это, естественно, неправильно. Вот. Во всех остальных случаях заходите в Телеграм-канал, пишите уже ваши вопросы. Нет, не можете, оставляйте комментарии под этим YouTube-видео. Я буду оперативно отвечать на эти вопросы снова же в моем Телеграм-канале. Все, ребят, до новых встреч, до третьего урока.